По опыту съемок интервью я понял, что надо отвечать так, чтобы это в пабликах нормально выглядело. Типа. Потому что никто никогда не смотрит типа видео сами, а все типа только в пабликах цитаты смотрят. И надо представлять, типа, что они будут писать там. Жаль, всем похуй будет. Как только вышел анонс в Spirit, то, что я был посажен на скамейку запасных, Парижи написали спустя 2 дня. Написал мне Бельчанок. Попросил, чтобы я написал Достану, потому что у меня в Телеграме стоят сообщения со звездой. Я ему написал, сказал, хочу играть у вас. Достан говорит, да, конечно, я ждал этого долго. Но на фоне последних результатов, то, что Парижи вошли в топ-16, топ-17 лучших команд мира, и от этого появляются инвайты на все почти крупные турниры в этом году, по крайней мере, на первый сезон. Объективно лучше предложений после Spirit у меня не было. С родителями и братом только. Они говорили, типа, не торопись, там, подожди, может, еще кто-нибудь напишет. Я говорил, нет, я тут хочу. Все, сразу, после первого сообщения. Да. Но я просто понял, что лучше предложений явно не будет. А прошлый, вот и последний? Да, особо ничего не поменялось. Я всегда знал, что Пари как организация на уровне типа всех-организаций других, что тут ничего не хуже. И после того, как я пришел, я просто убедился в этом и все. Привет. Да. Снежки играете оттуда? Снежки играете? Нахуй надо. У меня с Достаном очень интересная история знакомства. На шанхайском РМР, это был мой первый тир-1 лан. Во второй день я пришел на завтрак, встретил Достана. Он что-то сказал мне, вот он, любимый пирожочек мой, что-то такое. Я уже тогда понял, что типа это рофильный чел просто, который, вне зависимости от того, как он себя позиционирует во влогах, что там все думают, что он там поливает грязью челов своих, это все нивелируется добротой и теплотой все равно, которая вне этих влогов проявляется от него. В Казахстане только заблокируйте видео, чтобы никто не смотрел. Мне кажется, не поймут пацаны с района. Наблюдались просто... Бля, все заново, что я нахуй несу вообще? Я думаю, мне явно здесь будет комфортнее, чем в Spirit, потому что в Spirit, очевидно, не было времени просто, чтобы интегрировать меня полноценно в состав. То есть я прихожу в команду топ-3 мира, мне нужно сразу показывать какой-то уровень, которого у меня объективно неоткуда было взяться, и результат, в принципе, закономерный. А в Prevision это время, я думаю, есть точно. Тут нет такого большого давления, как было в Spirit, от комьюнити, от аналитиков каких-нибудь. И я думаю, здесь будет мне намного лучше, чем раньше было. Да, ну так хотя бы объем на голове есть. Ну, так у тебя лоб открытый, не хотел лоб открытый. Нет, треугольник делать, чебак. Ну зачем я это делал? Ой, ты его проебал какой-то. Я был приятно удивлен, то, что меня встретили как победителя Кёльна и Бласта, а не как 18-летнего парня. Вот. Жека и Достан, наверное. Да, наверное, во всех командах так, когда какой-то новый игрок приходит, в большей степени помогают капитаны и тренер. Ну, только если игрок какой-то был, типа, близким другом до этого. Ну, вот Белыч, наверное, тоже. Как только я пришел еще до Нового года, он мне объяснял, мы лично, типа, общались по игре. Он что-то показывал, объяснял, как у него в команде все устроено. У меня растяжки не хватает. Это Милена, у меня ноги хватает. Терпи. Критику от людей, которые выше меня, абсолютно адекватно. То есть выше меня в плане
понимания игры и в целом в жизни даже. Что сказать, я не знаю. Так все меня старше здесь, блядь. Охуенно. Вань, расскажи, пожалуйста. Нахуя ты сказал Вань? Чего серьезно все такие, блядь? Давай. И я могу сказать в защиту Достана, то, что вы видели во блогах, это только малая часть. Короче, можно так оставить просто все, не? Честно, я думал, будет хуже намного. Из того, что я слышал, я думал, что будет хуже, вот так скажу. Но тут вайбы другие абсолютно, нежели чем были в Spirit. Мне тут нравится, я бы сказал, даже больше. Получается, с Владом я играл тестовый период в Gun5, где-то месяц. Мы играли с ним в официалке, там квалы какие-то. С Эмилем я был просто знаком, мы играли пару раз в Faceit вместе. И с Жекой только я не был знаком вообще никогда, мы только виделись пару раз на ланах и все. Давай, крутые позы для фотографий. Я уже придумал. Выбирай, Милен, какую ему ебать. Я думаю, из-за того, что я играл до этого в Тир-1 команде, то определенно что-то я могу принести новое и получить аппрув от капитана и тренера, и это будет добавлено в нашу игру. Условно, что-то, то, что было в Spirit. По идее, это много. Сейчас, подождите. Просто Если хочешь, можешь напампиться, поджаться, поприседать, и тогда дальше через. Кровь нальется. у меня нету, я уже дома себе. Владик! Да. Ебать, фотка у тебя охуенная. О, посмотри. Отпусти, Достан, отпусти, отпусти. Да, заебись. Ну сколько их, блядь? Еще сильнее надо. Просто довольный, блядь. Че скажешь, Милен? Милен, получше? Да. Чё? Нормально? Хорошо, ну Можно еще? Надо 2 или 30. Ну после сегодняшней фотосессии, видимо, попрошу это не делать. Малометр 4 надо. Хорош фото. Как страйкер. Долго интервью? давай что-нибудь поделаем, ты как тренер. 50 Национально. вопросов? По 40. Vibe Prevision можно описать как комфорт, терпение и трудолюбивость. Что еще Влад делал? Просто говоришь слово, не потом там тикток. Арбуз. Вряд ли это можно назвать хобби, но TikTok, Instagram Reels и Clash Royale. Ну иногда еще могу на Genius какой-то текст открыть какой-то песни американской. И ну, типа, интересно, короче, что там поется. Мне тоже Excel у меня? Да. Чё вы? Все, моя эта реплика закончилась. Все, следующий кадр. Такого нет, наверное. Прям конкретного человека нет, которого я фанатею, условно. Но в медийном плане, я думаю, 99% игроков хотят развиваться. Наверное, не делают все ради этого, но какие-то посты в ТГ, в Инстаграме, в Твиттере все публикуют, я думаю, почти все. They've already got good space. The flash has wrecked him, and there's the peak. Paravision. These guys are seriously. Вот так,
Что, нормально? Она из рандомеров не выиграла, нормально их прибыли. Ой, нихуя себе. У тебя футболка. Так можно выразить? Здорово, с победой. Спасибо же. Зеленый, братан. Что, едем на Мальту? Так в смысле мы хохотуем? Нет слов. Ну, блядь, Что, дофига тренинг, пока не особо много сил. 2 недели, я сейчас на улицу даже не выходил. Только из дома в дом. Все. Рожек. Эмилька. Здорово, Эпермен. Здорово. Победы. Спасибо. Мы Рио играть не будем, да? Нет. Я хотел сыграть. Родители, наверное. Они мне постоянно на всех этапах карьеры моей помогали делать выборы команд, помогали условно даже со школы уйти, чтобы я мог брать и спокойно играть. Они сами это инициировали. О, 20 так были, да? Я только проснулся. Что ты, как дела у тебя? Вот. Да, победной сишкой дальше работать. В спартанских условиях. Без пиздец. Но это Питер анонс. доедой по нахуй. Похуй, главное выиграть. Да. Ну 2-0, 2-0 вроде, да? Или Да. ничего? 2-0. Да, да, белочка, как обычно, MVP. Ну, блин. Ты чё? Онлайн-матч. Эмиль хороший, Ваня хороший, конечно. Я думаю, сильно это спокойствие. Это не раз подмечали мои тиммейты, говорили, что я никогда не рейджу, условно, никогда не ухожу в себя во время игр. Я думаю, это частая проблема молодых игроков, как говорят многие люди, что они загоняются в своих там, первых играх, условно, на больших аренах, условно. Мне кажется, у меня такого нет. Я думаю, сейчас уже Жека сделал какие-то выводы, исходя из того, что он видел на Тир-1 турнирах ранее с Достаном. А из минусов, я думаю, это не меня надо спрашивать. Сейчас открыто уже. Почему закрывал? Потому что было слишком много негативных отзывов об моей игре. Просто не хотел забивать свою голову лишними мыслями. Все, тогда подумал, слава богу, спустя 900 лет. Эмиль болел. Сколько ты, месяц болел? Мы уже все. Я думал, все уже, Эмиль. Ты охуел? Вы увидели, что? Это я вырезать надо. Да ну нафиг. Все, сейчас на улицу пойдем. Ну так, если честно, хорошая форма была, но чуть то, что не было выходных. И все-таки здесь single elimination. Да идеально подвигался, если что. Прям идеально. Ваню главное вписать. Хочу, чтобы он комфортно себя чувствовал. Спустя столько тысяч часов я... Эти солдаты уже прожженные. Я думаю, личные командные в моем плане это одно и то же. Условно попасть в топ-20 ХЛТ такого нет. А командных это пройти в третью стадию мажора сразу. Топ-8 рейтинга попасть. Я думаю, если мы выступим хорошо на первых турнирах, то на это есть какой-никакой шанс. Спасибо, что позвал. Все, спасибо, Олег. Да. Понял, если нету прямого. Ну, я поэтому... Да, был я. Полететь. Понял? Леня интервью взял, отлично. Так же, как Борис взял интервью у Донка на ХЛТВ Варс, так же Леня сейчас у меня взял. Я надо сказать, Леня, ты скучаешь по мне? А я не знаком, да? Леня все уже позиционирует себя как стример. Ну, Леня, мне кажется, бывает, что люди на медиа как-то, ну, фейкуем мы, но мне кажется, Леня такой человек, он реально добрый. Типа, на самом деле я вообще злой человек. Где-то без камеры могу материть, кого-то ненавидеть, но мне кажется, вот Леня, он, ну, у него добрая душа. Где бы я ни пересекался, от него нету какого-то плохого. Так что Лене слава. Сегодня, может, куда-то выйдем вечером, а дальше так готовиться, разбирать.
Еще, мне кажется, не все карты готовы на хорошем уровне. Ну, и в первую очередь, хорошая индивидуальная игра, молодые пацаны могут сутками сидеть. Вот такой вайб. Сам чуть хочется выйти, прогуляться на улице солнца. Вот, в целом, хотелось все-таки пройти. Выезжаем 20 числа. Уже через 2-3 дня уже. Ты тоже с нами едешь. И зритель тоже с нами едет. Так что, надеюсь, там мы покажем шоу. Ваня, все-таки чувствуется база Spirit, база Немеги. Я чувствую, что вот изначально, когда он к нам приходил, даже, ладно, период Spirit, он, не хочу говорить, он сыграл очень значительную роль в проходе Немеги на Остинском мажоре. Ему было там лет 17-18. Так перформить в юном возрасте, мне кажется, не каждый может. Ну, он еще малой, где-то есть там характер, где-то свои есть моментики. Ваня, ты как? Нормально? Я думаю, привыкнешь. Да. Да. Так что главное вот с Ваней, вот это может быть вот первый год, полгода, по любой будет мягкое общение. Я хочу, чтобы он просто реализовал себя на 100%. Каждый вечер я смотрю с ним его повки, там угораем, обсуждаем. Миллионером он будет, MVP, я думаю, тоже будет. В общем, я рад. Что мне сказать одним словом, простым словом. Так что вот. Увидимся на Мальте и такое переключение. Бля, его нету, нахуй, я еще с вами, бля. Спасибо за поддержку и за то, что продолжаете верить, даже после того, как у меня был неудачный период Spirit последние 4 месяца. Я знаю, что вы есть, и надеюсь, вы будете продолжать в меня верить и поддерживать Parisian.